эфире «Апгрейд». С вами Лекса и наш постоянный эксперт доктор Кузнецов. Приветствую всех слушателей и зрителей. Доктор, у меня для вас парадокс, который можно буквально потрогать. У меня в руках соединительный кабель, на одном конце современный USB-C, а на другом древний 9-пиновый разъем DB9 интерфейса RS-232. Интерфейсу больше 60 лет, но он не просто жив, он встраивается в новое оборудование. Как технология из эпохи телетайпов выжила в мире гигабитных сетей? Он выжил, потому что прост, надежен и закрывает фундаментальную задачу. Но как он это делает сегодня, об этом выпуск. И начнем мы прямо с 3 ключевых вопросов. Из каких кубиков состоит этот канал связи? Зачем нужны все 9 проводов, если обычно говорят о 3? И самое интересное, как USB умудряется ими всеми управлять? Подождите, я только вставила кабель, а Windows мигом нарисовала COM1. У USB ведь никакого COM-порта нет. Что происходит? Объясняю. В корпусе разъема расположена микросхема MOST. Это может быть FTDI, CP2-102 и похожий чип. По стандарту USB-CDC Communications Device Class она общается с драйвером, а драйвер создает виртуальный последовательный порт. Поэтому любая программа уверена, что работает с настоящим COM1. Итого, сколько бы слоев ни пряталось внутри, для софта это один COM-порт. Какие же уровни там реально работают? Это целая многоэтажка. Электрическая часть внизу, логика посередине и драйвер в операционной системе. Подробно разберем через минуту. Доктор, я вижу в продаже USB-COM кабели, но одни тонкие с разъемом-гребенкой, а другие толстые с классическим DB9. Это вообще одно и то же? На деле это 2 разных варианта кабеля. Тонкий шнурок выводит чистые логические уровни, TTL. Такой кабель используют, например, для прошивки Arduino или ESP32. Толстый кабель прячет внутри усилитель, который разгоняет сигналы до плюс-минус 10 вольт. Это уже полноценный RS-232 для станков и другого оборудования. Хорошо, тип кабеля выбираем по прибору, а из чего вообще складывается такой канал связи? Представь его как 3 уровня. Нижний уровень электрический, у тонкого кабеля здесь просто TTL уровни, у толстого усилитель плюс-минус 10 вольт и дополнительные линии, такие как RTS и CTS, о них позже. Средний уровень — логика UART. Берет байты из памяти, упаковывает их в кадры и отдает вниз. В обратную сторону принимает кадр, преобразует и передает наверх. То есть плата на столе — TTL кабель, прибор с DB9, RS-232 кабель. Все остальное у них общее. Именно так. А о том, как UART задает скорость и зачем нужны RTS и CTS, поговорим чуть позже. Хорошо, с уровнями мы разобрались. Прежде чем передавать байты, устройства должны говорить на одном языке. Какие именно параметры нужно согласовать? Есть 4 параметра. Если хотя бы один не совпадет, получите мусор вместо сообщения. Скорость или baud rate, 9600 или другое значение, сколько битов в секунду будет тикать линия. Число информационных битов, их чаще всего 8, реже 7 или 5. Бит четности, нет, четное, нечетное, обнаружение одиночной ошибки, стоп-бит. И вот здесь нюанс. Бывает 1, 1,5 или 2. То есть не количество отдельных битов, а их длительность. Да, верно. После каждого кадра линия должна замолчать минимум на одну длительность битового интервала. Это и есть стоп-сигнал. По умолчанию это ровно 1 бит-тайм. 1. Если ставим 1,5 или 2, мы просто растягиваем паузу на 1,5 бит-интервала. Иногда это нужно для старого железа или при очень длинном кабеле, чтобы приемник точно успел перезапуститься. Ясно, классический набор 9600, 8N1 значит скорость 9600, 8 информационных битов без четности и пауза длиной ровно 1 бит-тайм. А как остановить поток, если буфер переполнился, об этом прямо сейчас. Мы выставили 9600, 8N1, но что если передатчик шлет быстрее, чем устройство успевает принимать? Байты же просто потеряются. Именно. Поэтому придумали 2 способа тормозить передатчик. Первый называется XON-XOFF. Все по-дружески, все те же 3 проводка TX, RX, GND. Приемник почти захлебнулся, посылает специализированный байт XOFF, передатчик останавливается. Освободилось место, шлет XON, поток пошел дальше.
Эти коды 0x13 и 0x11, или проще Ctrl-S, стоп-сигнал, Ctrl-Q, поехали. Простенько, но ловушка в деталях. Да, эти коды не должны встречаться внутри полезных данных, иначе передатчик зависнет. Если гоняем чисто текст, нормально. Бинарный файл придется экранировать. А когда хочется надежности без хитростей? Тогда включаем аппаратный метод — линии RTS и CTS. Представь светофор. Передатчик поднимает RTS, плюс 3 плюс 15 вольт. Хочу передавать. Устройство поднимает CTS, буфер свободен, зеленый свет. Буфер заполнился, CTS падает, передача мгновенно стоп. Отдельные провода, поэтому никакой путаницы с данными, реакция быстрее байта. Значит, 3 провода экономим, берем иксон иксов, 5 и больше ставим RTS, CTS и забываем про кракозябры. Именно. А раз уж у нас в руке DB9, там есть еще и DTR и DSR, я включен, ты включен. Есть еще и старые модемные сигналы DCD и RI. Сегодня они реже нужны, но в промышленности до сих пор встречаются. Окей, полный набор сигналов в голове, едем дальше, как USB-переходник умудряется передать весь этот светофор по своим линиям. И вот здесь мы видим фундаментальное отличие глупого физического канала от умного протокола. При классическом соединении двух устройств по RS-232 вы должны вручную выставить на обоих абсолютно идентичные параметры. Ошиблись — получили мусор. А протокол USB-CDA позволяет договариваться на лету. Когда вы в терминальной программе на ПК выбираете скорость 112.200N8, операционная система отправляет по USB специально управляющий пакет CDC на микросхему МОСТ. В этом пакете содержится команда «Перенастрой свой внутренний UART на 115.200.8N1». Чип выполняет эту команду аппаратно. То есть настройки не предустанавливаются, а передаются как команды по протоколу. Поразительно. А что с сигналами RTS и CTS? Точно такой же механизм. Когда устройство физически меняет напряжение на линии CTS, чип МОСТ это детектирует и отправляет по USB еще один короткий управляющий пакет. Статус линии CTS изменился на высокий. Драйвер на ПК получает пакет и меняет состояние виртуального флага CTS в операционной системе. Весь обмен статусами идет через цифровые пакеты, воплетенные в основной поток данных. Доктор, часто в литературе, особенно старой, встречается понятие «нульмодем», но мне не удалось выяснить, что это такое. Суть в том, что RS-232 изначально несимметричен. Один конец DTE — компьютер, второй DCE — модем. DTE шлет данные по линии TXD, пин 3, а ждет их на RXD, пин 2. Когда два компьютера напрямую соединяют прямым кабелем, оба одновременно кричат в пин 3 и слушают пустой пин 2. Никто никого не слышит. И вот тут появляется нольмодем. Да, мы перекрещиваем сигналы TXD3 на RXD2 и наоборот. Плюс замыкаем линии рукопожатия. RTS складывается в CTS, DTR в DSR и DCD. Так каждый ПК видит перед собой мнимый модем и спокойно работает. Доктор, давайте под занавес 3 коротких, но емких факта, чтобы даже профи сказали «Ого, не знал». Давайте. 5 редакций, все еще одна семья. Стандарт RS-232 пережил 5 переписываний с 62-го, первое и последнее в 97-м. Все они взаимно совместимы. Так что ваш современный USB UART кабель формально укладывается в рамки спецификации, которой почти 30 лет. Далее. Документ явно разрешает амплитуды от минус 25 до плюс 25 вольт. Реальные драйверы чаще дают плюс-минус 10-12 вольт, но официальный диапазон делает интерфейс невероятно помехоустойчивым. И последнее. Ограничение длины линии по емкости кабеля — это 2500 пикофарад нагрузки. Сразу все по полочкам. Даты, вольты и пикофарады. А теперь давайте в 2-3 минутах соберем все, что мы сегодня разложили. Легко. Запомните 5 ключевых идей. RS-232 — это прежде всего физика. Сигналы гуляют по кабелю амплитудой плюс-минус 10 вольт, поэтому интерфейс пережил километры проводов и полвека промышленности. Над физикой сидит UART-логика.
Она берет байты, добавляет старт-бит при нужде, четность, завершает стоп-паузой. Если стоп-бит 1,5 или 2, то это просто удлиненная тишина, ничего мистического. Для операционной системы все это выглядит как обычный COM-порт. Открыл файл, пишешь байты, драйвер сам договаривается с железом. Есть два семейства USB-кабелей. USB на TTL выводит сигнал на TTL уровне. Для плат и отладок USB на RS-232 добавляет усилитель до плюс-минус 10 вольт и классический DB9 для станков и другого оборудования. Чтобы устройства услышали друг друга, совпадают 4 параметра – скорость, биты данных, четность и длительность стоп-паузы. И выбирается способ управления потоком – простые X-on, X-off или надежные RTS и CTS. Все? 5 пунктов, и уже понятно, о чем разговор, что покупать и куда подключать. Спасибо, доктор. Уважаемые слушатели, если вы, как и мы, считаете, что в инженерии не бывает мелочей, подписывайтесь на канал Алчи. Делитесь своим опытом в комментариях. С вами была Лекса и доктор Кузнецов. До скорой встречи!